Язва Бурули – это хроническое изнурительное заболевание, поражающее в основном кожу, а иногда и кости. Впервые описанное сэром Альбертом Куком в 1897 году в Уганде, только в 1930-х годах австралийским ученым во главе с Питером Маккалумом удалось выделить возбудитель из поражений у пациентов из региона Бернсдейл. Название Бурули происходит от района Уганды, где в 1960-х годах было зарегистрировано множество случаев заболевания. В Африке около половины больных – дети младше 15 лет. В Австралии средний возраст составляет около 60 лет. В 1998 году ВОЗ учредила глобальную инициативу по изучению язвы Бурули в ответ на растущее распространение заболевания, особенно в Западной Африке. Язва Бурули вызывается микобактериями Mycobacterium ulcerans и относится к семейству бактерий, вызывающих туберкулез и проказу. Хотя возбудителем язвы Бурули является бактерия, обитающая в окружающей среде, способ ее передачи человеку остается неизвестным. Организм вырабатывает уникальный токсин миколактон, который вызывает поражение кожи. Ранняя диагностика и лечение имеют решающее значение для снижения заболеваемости, затрат и предотвращения длительной нетрудоспособности. Симптомы язвы Бурули проявляются в виде безболезненных узелков и отеков, обычно на руках и ногах, а иногда и на других частях тела. Затем эти участки могут превратиться в большие язвы с белым или желтым основанием. Mycobacterium ulcerans вырабатывает токсин миколактон. Он обладает местным иммуносупрессивным действием, что позволяет болезни быстро прогрессировать без боли и повышения температуры, что затрудняет раннее выявление. Однако при своевременном лечении большинство язв полностью заживают. При поздней диагностике или отсутствии лечения это заболевание может привести к образованию рубцов, необратимому обезображиванию и инвалидности. Язва Бурули была зарегистрирована в 33 странах Африки, Северной и Южной Америки, Азии и западной части Тихого океана. Большинство случаев заболевания приходится на тропические и субтропические регионы, за исключением Австралии, Китая и Японии. Из 33 стран 14 регулярно предоставляют данные ВОЗ. Количество случаев заболевания в год можно найти в глобальной обсерватории здравоохранения. Лечение заключается в сочетании антибиотиков и дополнительных методов. Помимо антибиотиков, в зависимости от стадии заболевания могут потребоваться и другие меры, такие как уход за ранами, лечение лимфедемы, хирургическое вмешательство, в основном хирургическая обработка раны и пересадка кожи для ускорения заживления и физиотерапия. Людям с тяжелой формой заболевания также может потребоваться психологическая поддержка. Те же меры применимы и к другим забытым тропическим болезням, таким как проказа и лимфатический филариоз, поэтому важно внедрить в систему здравоохранения подход, ориентированный на долгосрочное лечение, чтобы помочь всем пациентам.